Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, это да, микрофон я сейчас еще до него не дошел просто. Вот. Нормально слышно? Замечательно. Сегодня у нас лекция посвящена, мы обычно на нашем лектории говорим о странах дальних. Давайте сегодня поговорим все-таки о удивительных, необычных, в том числе мегалитических объектах, которые находятся на территории нашей страны. Хочу вам представить обзор наших экспедиций за последние 2 года. Вот для понимания, где мы за эти 2 года побывали, вот карта такая. Причем каждый год мы выбираем один из регионов. Запад, восток, юг. Вот до севера пока не добрались. И вот за 2 года объехали практически всю территорию нашей страны до Уральского хребта и немножко даже перевалили за него. На самом деле на территории нашей страны огромное количество совершенно уникальных объектов с разбросом по датировке там, от 200 до 15 и 16 тысяч лет. И сегодня мы как раз посмотрим, какие удивительные места, буквально сев на машинку, можно за неделю объехать и увидеть. И заодно поговорим о датировке, поговорим о мегалитах, поговорим о забытой истории. Но это не значит, что историки забыли историю и археологи. На самом деле, часто, живя рядом с совершенно уникальными объектами, мы даже не имеем о них никакого представления. Начнем мы с вами с западной части. А именно это Ленинградская область, Новгородская область и все, что там находится. Находится, я вас там уверяю, огромное количество уникальных объектов. Вот наверняка кто из вас бывает в Санкт-Петербурге, знает, а может быть и не знает, для кого-то может быть это будет открытием, что в микрорайоне Осиновая роща, это северная часть Санкт-Петербурга, находится вот совершенно такой уникальный объект. Крепость Звезда, земляная. У нее достаточно понятная история, ей порядка 2-3 сотен лет, построена была при Екатерине II, и основная ее задача была защита северной части Санкт-Петербурга. Уникальность этого объекта в том, что если вы немножко знакомы с системой фортификации, то наверняка знаете, что обычно четное количество у земляных крепостей бывает вот этих вот выступов. А здесь такая классическая звездочка, что на самом деле иногда даже скепсис вызывает, что, как говорят некоторые исследователи, ее специально построили в советский период. Нет, на самом деле она построена была при Екатерине, сохранилась в совершенно уникальном, таком хорошем состоянии, ровно потому, что до середины 80-х годов прошлого века на территории этой крепости находилась войсковая часть. ГСМ там хранили, горюче-смазочные материалы, собственно, крепость поэтому и осталась. Ну а потом власти все-таки решили этот объект сохранить как исторический, спланировали застройку микрорайона таким образом, чтобы фактически получился из этой крепости Звезды парк вот такой вот. Поэтому, когда будете в Санкт-Петербурге, это называется место Осиновой рощи, так называется Осинорецкий редут. Что самое интересное, на самом деле мы когда копали документы, таких редутов было несколько. Но вот до нашего времени сохранился, к сожалению, только один. Хорошо он написан, на старых картах он есть. И из космоса выглядит вот так вот. Такой памятник советской эпохи, звездочка такая классическая. В Петергофе есть очень такой интересный островок, он называется Руинный. Мы о нем узнали, наверное, лет 10 назад, когда я еще работал в «Достоянии планеты», и мы организовывали различные познавательные экспедиции по нашей стране. А начали изучать этот вопрос, почему же называется остров Руинный. И с удивлением обнаружили, что оказывается, почти 250 лет назад там стояла вот такая замечательная руина. Это гравюрка, и фотографии сохранились. То есть в стародавние времена, в 18 веке, местные, скажем так, купцы и те люди, которые интересовались историей, решили построить вот такую вот рукотворную руину. История не очень интересная, потому что вот, скажем, запчасти для этого объекта сначала были взяты из третьего Исаакиевского собора, который должен был строиться, сейчас там 4-й у нас находится. Потом вот эти колонны, равелины и прочие архитектурные формы использовались на инженерном Михайловском замке. Не все они были использованы, несколько десятков лет пролежали в запасниках, и в итоге в 18 веке была возведена такая руина. А гравюру мы эту нашли и начали интересоваться. То есть остров-то вот так выглядит, руины никакой нет. И давайте мы решили посмотреть, а что же там на самом деле сохранилось. Вот так вот она выглядела. Вот это вот последняя фотография, правый нижний угол, это фотография 40-х годов, как эта руина выглядела. Но во время войны туда попали снаряды, и руина была уничтожена. И мы решили посмотреть, что же там сохранилось. В итоге
Для начала взяли квадрокоптер, пролетели над этим местом, увидели, что да, действительно что-то там лежит. В конце лекции я вам на 5 минут покажу ролики с квадро, потому что многие вещи хорошо видны только с высоты. Взяли лодочку резиновую, переправились на берег, и да, действительно, там лежат большие колонны, остатки вот этого сооружения, причем это мрамор достаточно плотный. Сейчас не подскажу, как он этот мрамор называется, в общем, розовый мрамор. И в итоге вот на руинном острове, да, действительно лежат такие исторические очень интересные руины, про которые, к сожалению, многие забыли. То есть сохранилось в истории название «Руинный остров», но и там действительно, оказывается, лежит рукотворная руина, которая на самом деле на тот момент была первым искусственным руинированным объектом вообще на территории Российской Федерации. Вот такая красота там до сих пор лежит. Переправиться туда можно, а зимой можно спокойно, когда все перемерзает, и пешочком перейти. Там от берега до берега буквально 30 метров, и глубина небольшая. Сестрорецкие. Мы когда изучали, скажем так, архитектурные формы старые, приехали в Сестрорецк, нам местные сказали, знаете, там какие-то очень странные гранитные объекты в воде лежат. Причем видно эти объекты только с квадрокоптера. Вот что вы здесь видите на этой фотографии? Видно, что там какие-то глыбы лежат, рукотворные, обтесанные? Видно, да? Плиты, совершенно верно. Вот так, чтобы поближе было видно. Это гранит. Когда начали поднимать историю, оказалось, что во времена Петра I в Сестрорецке был построен небольшой, не путевой дворец, а, ну, в общем, домик для Петра I. Просуществовал он до начала 20 века и со временем был разобран. И власти не нашли ничего лучшего, как укрепить Сестрорецкую набережную руинами Петровского вот такого домика. Вот так это все выглядит. А история началась с того, что нам местные сказали, там, говорит, на берегу какая-то странная гранитная форма такая лежит, причем очень сложно сделана. На самом деле, это вот к разговору о руинах и мегалитах, это гранит Рапокиеве, который достаточно тяжело поддается обработке. То есть вот уже на начало 18 века и на конец 17 были технологии, которые позволяли из громадных гранитных блоков высекать такие достаточно сложные инженерные конструкции. Ну и, соответственно, там весь берег вот этими формами гранитными усыпан. То есть если будете в Сестрорецке, можно прикоснуться к истории. Особенно хорошо это видно в весенние месяцы, когда водичка там уходит, и можно по этим гранитным блокам даже погулять. А их там очень много. Там и колонны лежат, и чего только нет. Вот как раз Сестрорецкая набережная, если вы внимательно посмотрите, вот в воде как раз лежат остатки вот этого Петровского домика. Вот так вот неожиданно история поворачивается. 2 года назад, может быть, помните, был такой большой бум. В Финском заливе обнаружили колонны. Здоровенные колонны, про это много говорили. Ну, что значит обнаружили? На самом деле местные-то про эти колонны знают уже лет 20, не туда купаться ходят. Там такой пляж достаточно популярный. И колонны эти там в воде лежат. Причем колонны большие. Каждая колонна по 9 метров, диаметром где-то около 1,5. Самая большая загадка, как они туда попали. То есть сейчас вот эти колонны вытащили на берег, и они находятся в Выборгском музее Эрмитажа на открытой площадке. Посмотреть их можно. Мы в свое время 2 года назад большой бум подняли, что это за такие объекты интересные, почему о них никто не знает и почему ученые не интересуются. А в итоге сделали несколько фильмов, в том числе на центральном телевидении. И вот Эрмитаж решил взяться за работу, вытащили эти колонны. Причем вытаскивать было очень сложно, туда, во-первых, доехать тяжело, на тяжелой технике. Там, когда доставали эти колонны, у тяжелого грузовика мост сломали. Настолько там сложно было все это доставать. Вопрос на самом деле так и не решен по принадлежности этих колонн. Для какого сооружения в Питере они изготавливались? Во-первых, та бухта, где они лежат, она, ну, скажем, очень мелководная. То есть там ее можно вброд по шее перейти. То есть говорить о том, что мог туда какой-то корабль зайти, очень сложно. Поэтому ученые так осторожно сказали, что, скорее всего, эти колонны высекались на местной гранитной каменоломни для постройки Исаакиевского собора. А мы эти каменоломни тоже исследовали, но это отдельно надо рассказывать. Там трещиноватость гранита такая, что максимум можно форму оттуда выколоть 2 на 2 метра. То есть колонны 9-метровые там
априори просто невозможно произвести. Соответственно, загадка остается. То есть колонны пролежали там несколько сот, а может быть и несколько тысяч лет. А почему несколько тысяч лет? Потому что у них поверхность столько эрозирована за счет того, что они пролежали долгое время в воде, просто начали выкрашиваться, что говорить о том, что им 200 лет, преждевременно. Но это уже нужно отдавать вопрос специалистам. Вот так вот их вытаскивали, причем применили интересную методику, вытаскивали их с помощью таких вот длинных тяжей. То есть наматывали такие вот веревки на колонны и с помощью лебедки доставали, грузили. И сейчас вот в Выборгском музее Эрмитажа они на обозрение выставлены. Вокруг озера Ильмень, сейчас мы уже немножко к более древней истории переходим, есть несколько совершенно уникальных археологических объектов. Вот это так называемый Коломовский круг или святилище. Чем оно интересно? Круг из камней, причем сейчас эти камни уже со временем ушли в землю настолько, что торчат на поверхности только верхушечки сантиметров там, по 30, по 40. Сейчас на фотографии покажу, вот так это выглядит. А когда проводили археологические раскопки, оказалось, что камни эти уходят на глубину до 1,5 метров. То есть в стародавние времена, несколько тысяч лет назад, наши предки зачем-то огородили такой вот каменный круг диаметром около 20 метров. Раскопки показывают, что на этом месте было какое-то кострище. То есть археологических артефактов там найдено не было. Пережженная земля, глина и остатки костей животных. То есть было какое-то грандиозное кострище. Или ритуальные цели, или какие-то другие. И таких вот круглых кромлихов там несколько. Они выставлены по одной линии, идут примерно через 5 километров. Мы сделали предположение, возможно, была некая костровая система. То есть неприятель идет. Дозор сказал: ребята, сейчас будут проблемы, зажигаются костры, и вот с помощью вот этой дымовой системы передачи, о чем сегодня мы говорили, сообщается соседним поселениям, что какая-то проблема возникла. Мы с вами еще дальше увидим более грандиозное кострище, уже около реки Дон, но поговорим об этом дальше. Возвращаясь к мегалитам, вот буквально там в 10 километрах лежит самый большой валун. Причем деревня называется Камень, назвали именно ровно потому, что там лежит такой камень. Официально говорится, что это ледник притащил. Камень достаточно большой, где-то 9 метров длиной, 8 шириной и до 3 метров высотой. Причем, что самое интересное, он явно подвергался уже обработке человеком. Я вам сейчас покажу, там интересные такие выбоины есть, и сверху, если вы знакомы, что такое чашечные камни, я на прошлой лекции говорил, сверху чаша выбита. То есть, скорее всего, он был какое-то ритуального назначения. Вот настоящий мегалит на самом деле. Вот так в 1989 году фотографировали его, когда делали паспорт археологического объекта. Сейчас он с 2012 года внесен в реестр особо охраняемых природных памятников. Вот, чтобы понимать, насколько он большой, специально квадрокоптером на 300 метров отлетал, но даже вот так вот видно, насколько он грандиозный, этот камень. Деревня Камень называется. Это Волгоградская, не Волгоградская, а Новгородская область. Вот стрелочка здесь показана, как раз сверху находится выдолбленная чаша. Такие чашечные камни часто встречаются именно на ритуальных мегалитических объектах. Опять большие вопросы, для чего эти чаши служили, либо там, может быть, там костры какие-то разводили, либо жертвы приносили. Историки по этому поводу спорят. Но, тем не менее, есть вот такая там интересная выбоина. А и сбоку камень пытались обрабатывать. Что из него хотели сделать, какой ритуальный объект или что-то еще, тем не менее, вот он подвергся обработке уже человеком. О возрасте говорить сложно, потому что если это ледник, это могут десятки, могут быть миллионы лет. Но если это какие-то неизвестные технологии, как мы любим, древние высокоразвитые цивилизации для каких-то целей его туда притащили, это уже другой вопрос. Но этого мы пока знать не можем. На удивление искал по нему информацию, потому что вокруг таких камней всегда должны находиться какие-нибудь очень интересные археологические находки. Почему-то археологи там никаких работ не проводили. Опять же, район Санкт-Петербурга, Старая Ладога. Если вы знакомы, вот это Олегов курган. По легендам, именно там якобы захоронили того самого вещего Олега. Да, действительно, в конце 19 века там раскопки проводили.
найдены пережженные кости, то есть, скорее всего, был проведен классический обряд трупосожжения, и потом уже сверху насыпан курган. Говорить о том, Олег там похоронен или кто-то другой, сложно, потому что, когда археологические раскопки проводили, не было найдено соответствующих культовых предметов, которые обычно кладут в курганы, ну, со знатными князьями. То есть, да, какой-то там воин, скорее всего, был захоронен, но Олег или не Олег, это опять же вопрос спорный. Находится это все рядом, вот так он сверху выглядит, причем, что интересно, там несколько курганов цепочка идет. Вот самый большой высотой, где-то он метров 15, наверное, и еще порядка, ну, то, что сейчас видно, еще 4 кургана рядышком идет. То есть место было такое лобное. Находится это все рядом со Старой Ладогой, Староладожская крепость, которая, по некоторым историческим данным, в свое время была штаб-квартирой Рюрика, про которого наверняка вы слышали. Вот так это сейчас выглядит все. Причем интересно, вот Староладожская крепость, сейчас это уже реконструкция. То есть примерно она так выглядела в те времена, несколько сот лет назад. Но до нашего времени фактически сохранились только обмылки стен. Все то, что вы видите, это уже реконструкция. Но что самое интересное, когда смотришь с квадрокоптера, особенно вот в этой части, вот здесь вот видно, вот видите такие вот стрелочки земляные. Это остатки именно того самого земляного городища, которое вот соответствует той эпохе. Его, естественно, не восстанавливали, его хорошо видно, по этим валам можно походить. Соответствующие археологические раскопки там проводились, но крепость на самом деле была намного больше. Ну вот восстановили только часть стен. Дальше мы с вами уже переезжаем на юг. Мы как раз в этом году проводили экспедицию. Цель была, я на прошлой лекции упоминал, пригласили нас староверы показать рунные камни. Сейчас вам тоже покажу. Не просто рунные камни, а камни с остаткой докириллической черторезной письменности. И вот на нашем пути встретилось очень такое интересное место, Дивногорье. Может быть, о нем слышали. Знаменито оно тем, что там находятся достаточно мощные подземные такие города. Сейчас вам тоже покажу. Не всех в эти города пускают. Ну, нам повезло, я перед экспедицией созвонился с Воронежской епархией. И нам дали благословление, выделили батюшку и нам показали полностью весь подземный комплекс. Я много чего повидал после того, как мы путешествовали по Турции и изучали вот эти подземные каппадокийские города. Я думал, меня ничего не удивит. Но вот то, что я увидел буквально тут рядом с Воронежем, честно говоря, повергло меня в шок. Оказывается, не нужно ездить далеко в Турцию, чтобы увидеть настоящий подземный город, причем очень древний. Это вот один из входов. Все это меловые горы. Копать в них достаточно легко. Мел такая порода податливая. Почему называется Дивногорье? Не потому, что это какое-то дивное место. Оказывается, дивами называются вот такие меловые станции. Это дивы. Ну и, соответственно, поэтому называется Дивногорье. То есть место, где много вот таких вот дивных останцов. Вот так выглядит вход в подземный город. Собственно, вот сам Дивногорский монастырь. Там как бы вот эта территория разделена на две части. Одна туристическая, где можно походить, посмотреть, в часть подземного города зайти, куда пускают. А есть отдельное совершенно место по другую сторону вот этого кряжа, Дивногорский мужской монастырь. Вот, собственно, туда-то мы и ехали, потому что как раз вот за этой вот вроде бы непримечательной маленькой церквушечкой скрывается огромный многоуровневый город с ходами, которые уходят под Дон и на многие километры, как нам местные сказали, в другие города подземные. Вход в город начинается вот буквально вот с этой маленькой такой вот дверки. Вот настоятель нас туда ведет. А заходишь, вроде бы обычный храм, ничего необычного. То есть все по классике уже сделано, за исключением того, что здесь вот есть такая маленькая неприметная дверка, куда обычно туристов-то не пускают. Но так как нам благословение дали, батюшка нам многие вещи интересные показал. То есть уходишь налево и начинается самое интересное. Ты начинаешь спускаться уже вот в этот вот меловой подземный город. Ходов там очень много, причем по тем разведным данным, которые сейчас есть у археологов, там до 5 уровней, то есть пятиэтажный такой город. В свое время, пока этот объект был открыт, а открыт он был для свободного посещения чуть ли не до 70-х годов прошлого века, там люди много чего интересного рассказывали, говорят даже о том, что
а в глубине есть большое подземное карстовое озеро, куда можно тоже спуститься. Но так как в свое время там и люди пропадали, потому что там действительно можно заблудиться, а мел порода такая достаточно гигроскопичная, и бывают обвалы. То есть, если вы не совсем понимаете, как вести себя в пещерах, а это фактически пещерный город, ну, можно, скажем так, получить неприятности на свою голову. Вот что здесь интересно. Нас повели вот по правому входу, там несколько километров тоннелей. А вот это самый вкусный ход, куда нас батюшка не пустил. Сказал, вот, говорит, вот это ход, а он так достаточно круто, градусов по 30 спускается вниз. Вот этот, говорит, ход идет на другую сторону Дона и в другие подземные пещерные города. Он, батюшка сказал, он, говорит, завален. Но я, говорит, посветил туда, там не сильно-то он завален. То есть наверняка монахи-то прекрасно все знают. И когда с местными пообщались, они нам рассказали, да, говорит, мы по этому ходу ходили, пока еще нас там гонять не начали. По нему можно и до подземного озера спуститься, вообще на несколько километров уйти в неизвестные дали. Главное не заблудиться. Ну и повели нас уже вот по подземным ходам. Причем там везде налево-направо ответвление, вверх-вниз что-то уходит. И такое впечатление, что строили-то его не монахи. И на самом деле мы эту версию подтвердили, когда с батюшкой-то уже нормально пообщались, и он нам начал некие тайны раскрывать, начал рассказывать про историю этого монастыря. Оказывается, что когда в средние века туда пришли уже христианские монахи, город уже существовал в том виде, в котором он есть сейчас. То есть фактически они начали его осваивать и переделывать под свои, ну скажем так, светские нужды. Рассказали, что лет 15 назад приезжали туда геологи и проводили некую съемку картирования местности. Для каких нужд он не сказал. Забуривали шурфами, провозили туда георадар. А георадар — это очень полезный прибор, который недеструктивным способом позволяет получить топологию подземных полостей. Так вот, они в итоге отыскали там еще несколько десятков проходов, которые, ну, по определенным причинам пока закрыты и завалены. То есть город там огромный и здоровенный. Вот то, что я вам говорил. Есть еще одно очень интересное кострище. Может быть, вы про него слышали. Трехостровское святилище. Это недалеко от поселение, так называется, Трехостровское. Чтобы туда попасть, надо через Дон переплывать на паромной переправе на машинке. Средний возраст по датировкам от 5 до 3000 лет. Проблема возникла с датировкой почему? Потому что когда проводили там археологические работы, не было найдено никаких артефактов. То есть вот этот здоровенный круг фактически это зольник. То есть в центре вот этого 150-метрового круга горел долгое время костер. Мы вот когда ходили, там до сих пор вся почва в каком-то шлаке, в каком-то там пережженных камнях. Ученые осторожно относят вот этот объект к зороастрийской культуре. То есть предполагают, что да, в древние времена наши предки по каким-то ведомым только им причинам жгли там гигантский вот такой костер. На самом деле это памятник абсолютно уникальный, таких больше нет нигде. С виду вроде городища, но никаких артефактов археологических нет от слова совсем. То есть это просто было некое гигантское кострище. Я вам потом на квадрокоптере покажу, в конце у нас время останется. Я вам на 5 минут покажу, что мы сверху наснимали. Ну а так вот так надо туда переправиться. То есть там есть два пути. Один через Пампасы, при наличии, что у вас есть внедорожник. Ну, и есть более простой путь, вот так вот можно переправиться через Дон, и там 10 километров приезжаешь и попадаешь уже вот на этот объект. Вот так вот он выглядит. Выкопан ров вокруг. По раскопкам, по археологическим данным, глубиной он был до 5 метров, но за тысячелетие его, что называется, замыло. И в центре вот такая насыпь. Причем археологи открыли очень интересную особенность. Оказывается, весь вот этот ров раньше был выложен крупными камешками меловыми. То есть еще он укреплялся для чего-то. Объект непонятный, толком историки сказать не могут, что это. Но сходится на том, что да, это было какое-то гигантское кострище. Вот наподобие того Коломовского круга, который мы с вами в самом начале видели. Вот так это все выглядит. Доезжать туда довольно проблематично, потому что в некоторых местах нужно такие отвесные горки меловые штурмовать градусов по 30, по 40. То есть, если кто-то туда хочет поехать, нужно сначала понимать, сможет ли ваша машинка туда заехать в принципе, потому что в некоторых местах реально было страшно. Меловая вот эта осыпь, на ней даже на полном приводе, ну так бывает, жутковато подниматься, особенно спускаться.
Вот так выглядит он в центре, этот круг. То, что видите ямки, это как раз следы археологических раскопок. Но современные любители всяких неоккультов там уже и такие вот круги выкладывают, и ритуалы какие-то проводят, там язычники приезжают. В общем, жизнь там кипит на самом деле. Вот то, что я вам говорил, цель нашей экспедиции — село Лопуховка. Это когда меня пригласили в этом сезоне, сказали: Николай, у нас тут какие-то рунные камни очень интересные есть. История там была совсем мистическая. Есть там церквушечка, я сейчас покажу. Может быть, слышали, что раньше некоторые церкви ставили на местах языческих капищ. Я к этому относился скептически, потому что как бы материалов нет, а тут нам действительно показали церковь конца 17-го, начала 18 века, которая реально стоит на каких-то странных камнях. Сейчас мы еще к этому вернемся. Вот так это выглядит. То есть, когда церковь была разрушена, сняли лаги. Лаги — это то, на чем пол лежит. Под полом оказались вот такие странные камушки, совершенно непонятные. А когда их смотришь вот так вот горизонтально, вроде бы системы в них нет. Но когда ты поднимаешь квадр, вырисовывается достаточно четкая система. То есть часть камней там чисто технологический мусор, а часть камней выстраивается в некую такую вот круговую систему. А дальше местные нам начали рассказывать: да, говорит, здесь было святилище, это святилище у нас просуществовало. А святилищ было два. На одном святилище церковь построили, а другое в полусотни метров находилось рядом с церковью. Причем все прекрасно знали, там вообще половина деревни язычники. Староверы, старообрядцы, в общем, люди, которые немножко живут в другой ментальной проекции. И вот они рассказали, что до 50-х годов у нас вот эти рунные камни просто рядом с церковью стояли. Потом вышестоящий партийный указ пришел, и часть камней трактором скинули во враг. Вот то, что нам в итоге и показали. Вот такой вот камушек. Тут на фотографии плохо видно. Вот у него вот здесь, так мышка там ходит, да, вот здесь у него коловратик, вот здесь вот коловратик, и вот совершенно непонятная такая форма. Причем камней там несколько таких, они уже подзаросли, найти их очень сложно. И вот какие-то такие вот символы на камнях еще. Но с этим надо работать. Понятно, когда археологам показываешь, они достаточно скептически к этому относятся. Но, тем не менее, мы эти факты стараемся фиксировать. Вот то, что я говорил, дали мне вот такой камешек, он у меня сейчас дома лежит, специалистов мы ищем. Откопали тоже рядом с церковью некая клинопись, очень похожая вот именно на черторезные символы, мы дальше их с вами посмотрим, напоминают очень шутуратскую надпись князя Аскольда. Это один из немногих сохранившихся памятник до кириллической письменности, который, по крайней мере, историки признают как реальный документ вот именно той письменности, которая существовала до принятия кириллического письма. А рядышком там еще совершенно уникальное место есть. Вадим Чернобров туда все ездил. Это все район Медведевской гряды. Называл он это яйца динозавров. На самом деле это конкреции. Конкреции — это такие достаточно редкие геологические образования, которые образуются на дне Мирового океана. Или морей, или прочих. То есть, соответственно, вот этим структурам несколько сотен или миллионов лет, когда вот в тех местах море Тетис плескалось, ну или как оно тогда называлось. Почему вызывает вопрос? Конкреция, я объясню, что конкреция. Может быть, видели по всему миру, Николай Николаевич, наверное, тоже с этим сталкивался, такие есть здоровенные шары, там от метров до десятков метров, которые состоят из песчаников. В принципе, абсолютно понятная геологическая структура, но чем интересны вот эти шарики, они внутри полые. И у них очень странная поверхность, такое ощущение, что они вот как панцирь черепахи, как будто их реально кто-то складывал. Версий было очень много, от того, что это какие-то древние углежогные печи, до совершенно уникальной гипотезы. Я нашел, да, действительно, это научная гипотеза. Есть, оказывается, у геологов понятие подземные шаровые молнии. То есть, когда в землю бьет молния, возникает, ну скажем, некая аномалия почвенная, и вот этот разряд спекает почву вот в виде таких шаров. Но, что самое интересное, вот внутри вот этой вот, ну будем называть это конкреция по-научному, есть органический слой. То есть такое впечатление, почему его назвали яйца динозавра, когда делали анализ, делали соскоб с внутренней части, там оказалась органика. То есть вполне вот пообщался с ней, за голову взялись: Николай, где ты это нашел? Потому что, как оказалось, это какая-то дикая, аномальная геологическая структура, которых в мире всего две. Одна в Японии, другая еще где-то, а одна вот оказывается на территории России. Я место пока светить не буду, потому что нужно это сначала геологам показать.
И по-хорошему там надо делать геологический памятник, абсолютно уникальный. А почему не свечу? Потому что он в свободном доступе, туда можно на машинке доехать, а, извините, дураков много, вот их уже потихоньку, те, кто знает, камешки на сувениры разбирают. Потому что вот буквально 5 лет назад это полноценный шар был. Вот сейчас его вот уже потихоньку раздербанили. И вот это вот как раз, ну да, это смешно и печально, потому что многие, вот как Николай Николаевич говорит, последнего динозавра съели. Точно так же просто на запчасти разберут, мы потеряем такой уникальный артефакт. А органическая часть как раз вот это вот. Господи, где ты, мышка? Вот она. Вот это вот как раз органическая часть. Опять же ученым надо показывать, потому что здесь может быть вообще какой-то неизвестный науке артефакт. Может действительно окаменевшее яйцо какого-нибудь там рептилоида древнего или еще что-нибудь. Но это уже должны ученые определять. Вот такие структуры, там же, это там такой здоровенный овраг идет, он на несколько километров тянется, и там вот огромное количество просто вот таких вот геологических загадок, которые нужно изучать, смотреть, писать научные работы. Ну, посмотрите, прелесть какая. Яйцо каменное, и там желток, какой-то желток, белок. Что это? Потому что кто с геологией знаком, вроде конкреция, но на самом деле не сильно на конкрецию похоже. И вот постоянно там из вот этого кряжа эти каменные яйца выпадают и появляются. А вот здесь вот камешки такие, вот яичко вот это вот лежит, оно должно уже выпасть скоро. А вот это вот камешки лежат, это буквально в том году пришли вандалы и одно вот это вот каменное яйцо просто зачем-то разбили. Мы туда с краеведами пришли, там женщина, вот, которая нам показала, она рыдала просто, ну, потому что уничтожили памятник совершенно уникальный. А это вот так, на затравочку вам. Были мы когда вот в тех местах, краеведы местные показали, нашли они со спутниковых карт еще один объект, буквально это Волгоградская область, в сотни километрах от одного известного города. Круг диаметром 200 метров, чисто два кольца, дико похоже на Аркаим. Вот попробуем в следующем сезоне туда доехать, посмотреть, с квадро поснимать. Локация абсолютно нехоженная, степи, поля, горы, буреломы. Добираться можно, но сложно. Обещал я вам показать земляные валы. Наверняка вы слышали, что на территории Российской Федерации за последние 300 лет, ну как за последние, 300 лет назад примерно происходило, с целью защиты наших рубежей строили длинные такие оборонительные земляные фортификационные валы, которые реально тянутся иногда на сотни, иногда на тысячи километров. Все хорошо знают Заволжская оборонительная линия. Может быть, кто в Тамбове был, вокруг Тамбова идет так называемый Татарский вал. Интересно вот что. Скорость постройки у них была очень уникальна. Надо понимать, что в петровские времена население в России, ну не как сейчас было, делить на 10 минимум. Притом вот эти валы строили буквально со стахановской скоростью. То есть сотню километров таких валов по официальным историческим документам возводили буквально за 2-3 года. У меня все время эти вопросы возникали, потому что мы просто взяли ГОСТовские данные, помните задачи про землекопов? ГОСТы посмотрели, сколько этих землекопы, а надо же понимать, что такие валы они возводились лопатами и кирками, а если мы с вами вспомним, что прокат появился более-менее к концу 18 века, то есть не было лопат, вот как мы сейчас понимаем, ни совковых, ни штыковых. Это были деревянные лопаты, в лучшем случае обитые железом кованым. То есть, соответственно, это еще усложняло процесс постройки. И когда мы взяли нормативы, оказалось, что наши предки 300 лет назад работали в 3 раза круче, чем мы сейчас с нашей современной техникой. Что же возникает вопрос по этим валам? А вопрос вот какой. Я когда документы изучал, нашел очень интересное воспоминание поручика Рычкова. Поручик Рычков как раз руководил частью вот этих фортификационных работ. Так вот, поручик Рычков вспоминает, когда пишет докладную о проведении работ, что там, грубо говоря, там царь-батюшка, работы идут успешно, многие валы мы уже восстановили. А дальше идет очень интересная приписка, что часть валов они не строили, а восстанавливали. То есть была какая-то более древняя система фортификации, про которую мы, к сожалению, пока ничего не знаем, документы не сохранились, по которой просто вот в царские времена эти валы уже возводили. И вот они так вот тянутся, вот эта линия, это вот как раз татарский земляной вал рядом с Тамбовом, тянется он километров на 50, где-то прерывается, дальше продолжается. Вообще вся протяженность таких оборонительных валов на территории России, по некоторым данным, составляет от 1000 до 1200 километров. То есть это грандиозный объем работ. Но понятно, это не за раз строили, потому что менялись границы, менялись геополитические интересы. Но тем не менее, вот эта вся система была построена буквально за 30-40 лет.
А с другой стороны, понимаете, кто в армии служил, надо же понимать, что мало это построить, это же надо как-то еще охранять. То есть нужно там контингент держать определенный. Поэтому вопросов очень много возникает. Сохранились даже вот такие редуты, вот такие прямоугольные выступы. Это вот как раз здесь маленькие гарнизоны стояли. То есть там человек 15-20 с конницей, где-то что-то происходило. Ну, грубо говоря, пограничные заставки стояли небольшие. Вот этот прямоугольничек 10 на 10 метров. То есть спокойно можно там дозор размещать. Вот так это все выглядит. А теперь самое интересное. На территории Российской Федерации у нас сохранились еще вот такие вот звездчатые крепости. Но на самом деле эти классические фортификационные объекты. Это вот Кичуйская крепость. Размеры, вот если вы посмотрите, там в верхней части машинки стоят. То есть вот такой объем земляных работ был выполнен, опять же, по документам всего за 2 года. Ну, на самом деле, если пригнать определенное количество солдат, они за год 100 человек это сделают. Вопрос в другом. Почему нужна была такая сложная конструкция? Нет, если мы возьмем классическую систему фортификации, когда вот эти вот объекты появились, когда появились уже пушки, чтобы исключить слепые зоны. И просто не хочется немножко уходить в совсем грубую альтернативку. Мы когда попытались вот эти объекты посмотреть с точки зрения распределения электромагнитных, скажем так, полей, есть специальные программы, когда ты берешь некую форму и можешь ее просчитать, посмотреть, как распределяются магнитные поля. Так что самое интересное, оказывается, как раз вот на вот этих вот крайних редутиков идет самое большое напряжение магнитного поля. Как у нас некоторые совсем такие отъявленные альтернативно мыслящие люди говорят, с помощью таких объектов создавали станции эфирного электричества. Бред, конечно, полный, но идея интересная, потому что, да, как оказывается, форма позволяет определенным образом структурировать электромагнитное поле. Ну, понятно, это хулиган, на самом деле это абсолютно классический объект фортификации. Кстати, вот часто возникают вопросы, зачем нужно строить такую крепость? Ведь ее можно обойти слева и справа. Люди обычно это говорят, которые в армии не служили. Представляете, вы обошли этот объект, вы неприятели, вы продвигаетесь вглубь территории. Если вы крепость не захватите, вы в тылу оставляете пункт сопротивления. Поэтому любая такая крепость, естественно, она должна была быть захвачена и контингент должен был уничтожен. Это опять же к вопросу, какую роль играли такие маленькие крепости. Они располагались на расстоянии примерно 50 километров друг от друга. Вот так вот они выглядят. Ну, тут обычно гарнизон был, человек 100 размещался. То есть всадники, пехота, пушки, артиллерия. То есть достаточно такая серьезная укрепленная позиция, взять которую было сложно, потому что тут еще ров с водой находился. Внимательно посмотрите, это Красный Яр, поселок Красный Яр. Настолько большая звездчатая крепость, что внутри вписан стадион. Но это еще не самая большая. Рядом с Ростовом-на-Дону находится так называемая Анненковская крепость. У меня тогда еще квадрокоптер слабый был. У меня сейчас вот Mavic, который можно на полкилометра поднять. У меня тогда квадр был, который на 100 поднял. Мне не хватило высоты квадра, чтобы я ее полностью смог снять, потому что у нее диаметр 300 метров. То есть совершенно уникальный объект. Вот так это чудо выглядит. И все вот эти объекты, они как раз соединяются вот теми самыми земляными валами. То есть это была достаточно мощная защитная оборонительная система, которая строилась с конца 17-го по, ну, в общем, 100 лет. С конца 17-го по конец 18-го все это происходило. На Ураль. Сейчас это мы уже в сторону Урала с вами двигаемся, на восток. Я вам в прошлый раз показывал вот эти комплексы, чем интересны. Это комплекс Ахуновский Менгир. Кратенько на прошлой лекции про это говорил. Это одна из древнейших солнечных астрономических обсерваторий вообще на территории нашей страны и, наверное, во всем мире. Потому что по возрасту у нас Стоунхендж превосходит. Разнятся датировки почему? Потому что народу там много ходило, много кто оставлял разные, скажем так, артефакты. И вот этот возраст 10-15 тысяч лет, он выведен на основании тех археологических находок, тех культур, которые в то время там находились. То есть крайний возраст как минимум 15 тысяч лет. Мы сейчас этот объект оцифровали полностью. Зачем мы это сделали? Хотим проверить одну гипотезу, как эта обсерватория могла работать. То есть мы полностью восстановили все вот эти камешки в 3D модели.
расположение их сделали. И сейчас мы можем делать один простой эксперимент. В компьютерной программе гонять солнышко влево, вправо, вверх, вниз. И по расположению теней смотреть, куда эти камешки могли указывать. Чем на самом деле в прошлом наши предки и занимались. Еще один объект, который открыли буквально 5 лет назад, рядом он с Ахуновскими менгирами находится, тоже называется Ахуновские менгиры 2, пока еще не исследован, археологи там даже раскопы к ним проводили, просто его занесли в реестр археологических памятников. Он более компактный, но при этом более ярко выражены у него все вот эти менгиры и мегалиты. Как их используют наши предки, опять же, можно гадать. Может быть, солнечные часы были, может быть, какие-то ритуальные действия совершали. Я вам в тот раз говорил, чтобы понять психологию наших предков, мы должны сначала понять, как они мыслили, и только после этого уже с этими объектами работать, иначе мы будем просто с вами фантазировать. И вот такой вот еще комплекс. Мне дико нравятся вот эти объекты. Понятно, это геологический объект, большие алаки. Он просто смотрится, у нас альтернативщики иногда шутят, что большие великаны играли в куличики, и потом эти куличики окаменели, и получился такой объект. Не, на самом деле абсолютно геологический объект, понятный. Чем он интересен? Он интересен тем, что это один из немногих культовых объектов возрастом порядка 5000 лет. 5000 лет, потому что артефакты там были найдены такого возраста. И он занимает второе место в России по количеству наскальных рисунков на единицу площади. Вот на этом объекте найдено порядка сотни различных рисунков охрой. К сожалению, многие из них уже уничтожаются, потому что это место является, скажем так, местом отдыха молодежи, там жгут костры, оставляют уже современные петроглифы для будущих цивилизаций. К сожалению, половина геоглифов там уже уничтожена, петроглифов. Но выглядит он, конечно, удивительно на самом деле. Пещеры. В прошлом году у нас экспедиция была большая на Урал. Коллеги подсказали, что у них есть в пещере Колокольная совершенно уникальный объект древней письменности. Прислали фотографии. Я сначала не поверил, начал проверять. Оказалось, да, историки, археологи этот объект знают. И в дальнем конце пещеры Колокольной находится совершенно уникальная вот такая надпись. Похоже на надпись? Или это трещинки? Я специально внизу показал, вот внизу про левый нижний угол, это вот то, что мы с вами говорили, шутуратская надпись князя Аскольда. Это официально признанный образец до кириллической черторезной письменности. Вот теперь можете просто сравнить. Один в один фактически. То есть там определенная руника, мы показывали специалистам по рунике, я Асову это посылал, знаете, наверное, такой у нас специалист Асов есть по рунике. Показывал еще одному очень интересному человеку, Алексею Ивановичу Умнову-Денисову, который расшифровал таблички с антидаков. И вы знаете, они там некий смысл нашли. Что-то пытались перевести, что якобы связано с какими-то людьми у воды, которые там жили, проводили какие-то ритуалы. Причем я заранее людям не говорил, где это находится. Там действительно рядом здоровенная река находится. И это вообще очень место интересное тем, там сделано огромное количество археологических находок, в том числе, как говорят историки, причем они не шутят, нашли там скелет амазонки. То есть в одной из пещер при раскопах нашли скелет женщины, у нее там лук рядом, ну, вернее то, что от этого осталось, определенное вооружение. Назвали женщину амазонку, но потому что вот так захотелось, то есть женщина-воин некая. И там этих находок огромное количество на самом деле. Это вот еще один образец до кириллической письменности. Мы на самом деле все это собираем, картируем, потом ученым передаем. Потому что вот эта пещера Колокольная, она до недавнего времени, пока мы с администрацией Челябинской области, с Минкультом не поработали, она вообще проходной двор была. То есть туда можно прийти, костры пожить, фантики бросить. Слава богу, вот мы в том году тоже обратили внимание администрации, они, по крайней мере, сейчас на решетку стали закрывать, просто так уже не попадешь. А дальше нужно это изучать. Но опять же проблема в изучении. С историками говоришь, да, говорит, это все интересно, мы не можем там работать, потому что этот объект пока не признан культурным достоянием, мы не можем на него выписать открытый лист. А для того, чтобы выписать открытый лист, нужно признать объектом культурного достояния. Возникает замкнутый круг. То есть у нас есть некий памятник, но мы с ним официально работать не можем. Ну, поэтому вот хотя бы делаем вот такие экспедиции для того, чтобы показать, сохранить, потому что, к сожалению, как показывает практика,
Где-то динозавра съели последнего, а где-то потом пришел какой-нибудь нехороший человек, эту надпись просто по дурости сбил. И мы просто теряем памятник. То есть наша на самом деле задача не просто ездить по России, а удовлетворять свое любопытство, а доносить до общественности вот такие вот объекты, я не побоюсь от слова сказать, культурного наследия, которые нужно сохранять. Ну и, не знаю, у меня это гордость вызывает. Когда я приезжаю на объект, которому несколько тысяч лет, мне душе приятно становится, потому что это территория моей страны. Ну вот опять же для сравнения, вот я вам показываю, это надпись «Пещере Колокольная», левый нижний угол это тот камешек, который нам сейчас отдали на исследование, и опять же шутарадская надпись Аскольда. Я думаю, здесь не надо играть «Найдите 10 отличий», все и так понятно. Нужно только расшифровывать, потому что, к сожалению, у нас специалистов по рунике очень мало, потому что сама по себе руника, она менялась настолько, есть смешение стилей, и на самом деле очень мало специалистов, которые могут это читать. Нужен нам новый Кнорозов, который поможет все это расшифровать. Опять же, возвращаясь к дольменам. Про дольмены я уже тоже говорил на прошлой лекции. Объекты 3,5-4,5 тысячи лет. Опять же, по тем культурным археологическим находкам, которые были там сделаны. У нас время с вами немножко заканчивается, я вам так немножко пролистну. И пока были в экспедиции, нас местные, скажем так, краеведы-историки научили, как дольмен уральский находить. И мы вот маленький свой дольменчик такой нашли. Причем рядом с совершенно уникальным, все-таки геологическим комплексом, давайте будем честными. Хотя у меня вызывает большие сомнения, что туда руку человек не приложил. Более того, вот такой вот археологический комплекс. Чертово городище называется. Называют то, что мы любим. Некие остатки древнего мегалита. Вот то, что Николай Николаевич говорил. Как это вот называется? Вот та культура, которая оставила по себе очень странные, скажем так, камни. А с виду обычная геология. Да, геология. Мы про это хорошо знаем. Мы будем называть геологией. Но когда ты начинаешь вот смотреть, из чего эта геология сложена, начинают возникать вопросы. Более того, с геологами общался. Геологи, естественно, геологи говорят, да, геология. Но при этом они говорят «но». Но они говорят уже неофициально, потому что там этих «но» очень много. А вот этих объектов, вот как чертово городище, там несколько десятков, там и Петрогром, там и другие очень интересные мегалитические объекты. А когда их наносишь на карту и соединяешь в одно кольцо, с удивлением обнаруживаешь, что ты видишь остатки какой-то гигантской стены. Мы условно назвали Уральская стена. Понятно, ученые немножко будут подшучивать, но тем не менее, все эти объекты, во-первых, содержат следы деятельности человека. Все они испещрены рисунками, какими-то выбоинами, какими-то достройками. То есть там люди как минимум несколько тысяч лет в этих местах находились и за счет своей хозяйственной деятельности все эти объекты уже допиливали. Ну, посмотрите, ну какая прелестная геология, да? И вот то, что я вам обещал, самый древний, один из самых древних артефактов на территории Российской Федерации, в принципе, в мире. Находится он в музее, в Екатеринбургском музее, краеведческом, на самом деле Свердловский краеведческий музей называется. Это так называемый шигирский идол. Найден он был в конце 19 века на болотах недалеко от Екатеринбурга. Историю можно посмотреть. Это здоровенный такой 5-метровый тотем, некий идол, который испещрен различными символами, какими-то узорами. И на самом деле мы когда с учеными говорили, они считают, что, осторожно опять же, потому что официально они говорят, что это один из первых образцов образной письменности. Потому что есть там по этому поводу интересные работы, которые, к сожалению, пока пестуются. Раньше он был немножко длиннее. Вот сейчас то, что мы видим, где-то 3,5-4 метра. Во время войны часть доски потерялась. Он на самом деле 5,5 метров был. По датировкам долгое время спорили. И сейчас по последним уже современным радиоуглеродным методам исследования 11 200 лет. 11 200 лет. Пирамиды тогда еще даже не планировались. Фараоны даже не знали, что они пирамиды будут строить. Вот такой удивительный память. Сохранился хорошо ровно потому, что в болото попал. А так бы где-нибудь и сгнил. Причем на самом деле этих шигирских идолов там несколько. Там вот совершенно... образцы письменности, образные письменности. Не будем говорить, что это письменность. Неких символов, которые, естественно, наши предки умели читать. И вот совершенно такие вот милячие там. То есть этих идолов там в болоте на самом деле много должно было лежать. И вот тоже такой вот маленький шигирский идол. Причем часть этой шигирской коллекции во время революции была вывезена во Францию. И оказывается, во Франции есть отдельная шигирская коллекция, так и называется. И вот Свердловский музей и французский музей, они дружат, грубо говоря, артефактами. Хотя на самом деле они наши артефакты просто приватизировали.
Немножко по цифрам, чтобы вы понимали. Мы же с вами говорим, что у нас много древних объектов. Шигирский идол 12 100 лет. Ахуновские менгиры, то, что мы с вами смотрели, 10-15 тысяч лет. Коломовский круг от 3,5 до 5000 лет. Тоже проблема датировки, потому что только костные остатки и зольники. Ну, то есть вот можно как-то... Ну, в общем, ученые как-то определили примерно такой возраст. И вот то, что я вам показывал, Трехостровское святилище, это тоже примерно 3500 лет. То есть вот такие объекты. Сейчас буквально на 5 минут, да, еще успеваю, покажу я вам, как это все с квадро выглядит. На удивление даже сегодня уложился. Потому что многие вещи... На 5 минут посмотрите, как с квадро это выглядит? Или вопросы? Ну я просто спрашиваю. Ну вот... Просто сверху многие вещи, они смотрятся совершенно иначе. Ну вот то, с чего мы начали лекцию. Вот пятиконечная звезда. Это вот то, что я вам говорил, когда мы изучали руинный остров. Вот очень хорошо видно. Вот они как раз остатки вот этих вот колонн и запчастей от той руины, которая там на этом острове раньше находилась. Сестрорецк, запчасти от того Петровского домика. Причем вот реально их только с квадра сверху видно. Когда идешь, ну, видно, что какие-то камешки. Это Коломовский круг. Найти его на самом деле достаточно сложно. Мы вот вроде уже ездили, когда и травы не было, но вот реально мы просто полчаса ходили по полю, чтобы найти вот этот объект. Когда там лето, там вообще не найдешь. Вот так вот по кругу как раз вот эти камешки выложены. И повторюсь, таких кругов там несколько. Сохранились только 2 из 5, а остальные 3 местные растащили себе на бытовые нужды. Разрушили памятники. Мегалит. Поясню, почему называю мегалит. Хоть это даже, если мы и говорим, что это все-таки ледником камень притащило, но он подвергся обработке человеком. То есть фактически, если говорить по терминологии, да, мегалит. Вот хорошо сбоку видно, как раз тут его пытались допиливать, обрабатывать. Олегов курган. Ну, Олега там, конечно, нету, но в народе его называют Олегов курган. Когда эту фотографию альтернативщикам показываешь, они говорят: о, вы сфотографировали пенек древнего дерева. Ну, такие версии, конечно, только улыбки вызывают. Не, ну похоже, я не спорю. Если уж совсем как бы альтернативно мыслящий, можно и за пенек дерева принять. А Старая Ладога, вот... По некоторым данным историческим, одна из резиденций Рюрика. Ну, то, что вы видите, это уже все наводил. То есть это уже отстроили по тем историческим данным, как это все могло быть. Но, к сожалению, это уже реконструкция. Дивногорье. Один из входов в подземный город. Забыл вам сказать, рядышком еще один интересный комплекс, называется Маяцкая крепость, хазарский каганат, тут тусил в X веке. И вот осталось такое вот городище. А это уже Дивногорский мужской монастырь, как раз вот я вам показывал, именно вот через эту вот непримечательную такую церквушечку можно попасть в подземный город. Вот так выглядит как раз Трехостровское святилище. Дико сложно летать было, мы туда когда приехали, там какие-то донские ветродуи пришли, я квадр чуть не уронил. Я его поднимаю, он просто вот так вот боком стоит, движки греются. Я просто уже там молился, чтобы у меня его не сдул, ну потому что ну, страшно было. И вот посмотрите, вот это все пепел, пережженная земля, хотя уже там и травка растет, но вот ты ходишь вот просто по зольнику по какому-то. Вот как раз это татарский вал. Но на самом деле не все выглядят. Почему я именно эту съемку выбрал? Здесь очень хорошо сама структура вала видна. А некоторые альтернативно одаренные говорят, что наши древние предки строили заградительную стену от глобального потопа. Как они, правда, узнали, где строить и что будет потоп, это отдельный вопрос. Но... А некоторые говорят, что это были древние газопроводы. Есть у нас и такие версии. А некоторые говорят, что это были древние железные дороги. Причем у людей совсем логика не работает, как вот здесь поезда расходились. Но это, видимо, специально для того, чтобы расходились поезда.
Не, на самом деле это и смешно, и страшно, потому что люди совершенно не хотят работать с научными источниками. Ну, знаете, как говорят, а магия из жизни человека уходит, когда он начинает изучать физику и химию. Вот. Это как раз о том. Ну и вот можно оценить, машинки едут, как раз хорошо показывают масштаб. Это вот Кичуйская крепость. На самом деле на территории России их очень много было. Многие просто сейчас уже разрушены, некоторые просто срыты в связи с хозяйственной деятельностью. На территории Украины очень много. Вот жалею, в связи с событиями никак мы туда не добрались. Там этих крепостей несколько десятков сохранилось. И еще более древние валы, которым под 1000 лет по официальным археологическим раскопкам. Ну посмотрите, какая прелесть. Ни больше, ни меньше футбольное поле вписали. Ахуновские менгиры, это вот как раз наша экспедиция, ходим, измеряем, записываем, а потом на основе всех этих данных строим уже 3D-модели. Ахуновские менгиры 2, они поменьше, поновее, про них пока мало кто знает на самом деле. А мало кто знает, потому что их найти очень сложно. Мы сами с большим трудом эту локацию нашли, а туда еще тяжело доехать, доехать можно только в предзимье, потому что вот здесь вот разливается речка, и ты при всем желании туда вообще не переберешься от слова совсем. Ну вот это мне прелесть очень нравится, конечно. Большие лаки, это вот как раз один из тех комплексов, где сосредоточено огромное количество наскальных рисунков, которые, к сожалению, вандальным способом сейчас уже уничтожаются. Но объект самый интересный, ну и действительно похоже, как будто какие-то великаны баловали здесь, что-то там. Какой-то геополимерный бетон, тот термин, который мы не любим, сюда выливали. Но вот бывает, природа делает такие чудеса. Спасибо. Спасибо. Николай, у меня небольшой вопрос, наверное, даже больше комментарий. В самом начале практически был кадр образований, да, и там такие лунки. Вы предположили, что там жгли какие-то костры. Угу. Это, наверное, вот про тот валун. Это, наверное, вот про этот валун, да? Да, вроде бы геологи уже выяснили, что в них замерзала вода, оттаивала и снова замерзала, и таким образом... Да, как опреснители, да, это тоже такая версия есть. Мы причем много таких находили, причем мы как раз путешествовали, это был ноябрь, и как раз на одном из таких чащных камней водичка замерзла, скопилась, и там вообще интересный эффект, там, я эту фотографию не привез, там такой как глаз рыбы получился. Но на самом деле версий очень много может быть, потому что в некоторых таких объектах действительно следы костров найдены. Я думаю, тут было многофакторное использование, скорее всего, этих объектов. Ага. И еще вопрос у нас из админки. Вы говорили, что надписи, которые кириллические, что наши предки их могли читать. Кем и когда доказано, что это были именно наши предки? То есть какие-то научные данные? Ну, давайте понимать, во-первых, что такое наши предки. Это те люди, которые жили на территории тех локаций, где все это происходило. Если мы говорим о том же князе Аскольде, он одновременно был и новгородский подданный, и подданный там Киева. Поэтому доказано что? Что наши предки, имеется в виду, мы ставим под сомнение принадлежность надписи, их достоверность или что? В принципе, есть какие-то данные, изучался этот объект? Именно вот мы говорим сейчас о пещере Колокольной, о шутерадской надписи. Надписи, то есть, что их делали предки, славян, да, наши предки, кто? Вы знаете, термин славян, это надо вообще отдельную лекцию с лингвистами делать, потому что вот я сам с Пермского края. У нас там от финно-угров, заканчивая гулами и прочими людьми жили. Там через наш край проходил северный торговый путь, там и иранцы у нас были. А кого мы называем славянами? Это точно так же, как мы с вами сейчас будем говорить, что такое СССР. Это многонациональное государство. Есть такое понятие советский человек. Я подразумеваю, что мы все-таки, когда говорим о славянах, мы подразумеваем некую общность народов, которые проживали на данных локациях. Давайте перейдем к вопросам по порядку. Так, у меня один вопрос и одна реплика. То есть вот
реплика такая, что в строительстве вот этих валов я не вижу никакой такой сложности. Не знаю, как там задача по землекопу, но вот судя по автомобильной колее, вот ширина этого татарского вала 5-6 метров. Профиль треугольный, можно посчитать сечение и объем. В то же время канал имени Москвы длиной больше 120 километров имеет сечение трапеции вот, снизу более 30 метров, свыше более 100. То есть объем земли, вычерпанный оттуда, в разы, в десятки, в сотни раз больше. Вот. Строилось за 4,5 года от нуля и будет до запуска воды со всеми этими шлюзами. Вот. Я не знаю, там, какое количество заключенных использовалось, но можно посмотреть вот, в открытом, да, в Википедии, например. Соответственно, строительство валов в десятки раз, а то и в сотни раз людей должно быть меньше, и, соответственно, время строительства, там, 100 километров за 2-3 года не вызывает никакого. Да я не говорю, что сложности были. Моя задача вам объекты интересные показать. Ну, да, а про землекопов... Но опять же, с другой стороны, надо понимать, что к этим работам привлекались эти крестьяне и прочее, а еще нужно понимать сезонность. Крестьянин не может целый год работать, ему землю надо пахать еще, и тех же солдат кормить, которые все это строят. Сотни раз просто меньше людей надо. Так что ничего удивительного. Вот, а вопрос такой, а вот все возрасты всех этих менгеров, они как определяются? А вот это самая большая сложность, это вот я все время этими вопросами Андрея мучаю, как профессионального археолога по методам датировки, потому что камни от слова совсем невозможно датировать. Датировать можно исключительно спутными находками, которые при археологических раскопках, вот грубо говоря, там рядом с менгиром нашли там предметы катакомбной культуры, еще чего-то. Соответственно, по методу аналогии археолог говорит, да, наверное, вот. Хотя менгиры могли быть и позже построены. Раньше могли. Да, или раньше, или позже, Раньше соответственно, могли, да. да. То есть мы можем говорить о датировке по крайним находкам определенных понятных археологических культур, да. По сути, возраст непонятен. Абсолютно. Не, на самом деле есть один критерий, но тут надо специалистов, геологов привлекать, а не археологов. У каждого камня есть понятие прочности. То есть чем дольше камень стоит и подвигается эрозии, по структуре его разрушения условно можно сказать, сколько тысячелетий он простоял. Ладно, спасибо. Ну еще вот насчет этих колонн, которые в воде, то же самое. То есть эрозия в жидкой среде происходит быстрее, чем на воздухе. Конечно. Поэтому я не давал им 1000 лет. Я думал, что действительно какие-то колонны для строительства, может их там по льду тащили, и они провалились. Я прошу прощения, посмотрел в интернете, до 1 миллиона человек Волгодонский канал строили. Не все поедут. Николай, спасибо за лекцию. У меня вопрос про круг спектра. Который из двух? Вот который самый большой. Трехостровское святилище. Да. На вопрос, брались ли пробы пепла. Брались. Можно отошлю к своей любимой Википедии, потому что с нее на самом деле любое научное исследование начинается. Там четко указано, когда проводили, какими институтами и как раз разброс по датировкам. Там указан, да. Если мы связываем это с зороастризмом, да, то есть не могло ли это быть гигантское место сожжения людей Костных останков не найдено, в этом-то и беда. То есть нет, костных останков не найдено, только вот пережженная, да. Но именно органика, именно нечеловеческая, да. Коль, у меня простенький вопрос по деревне Камень с этим огромным прекрасным мегалитом. Ты сказал, что работал в квадрокоптер. В окрестностях есть еще другие подобные валуны? Андрюш, очень правильный вопрос. Там вот дорога. А ты знаешь, я думаю, что нет, потому что надо, опять же, с местными краеведами общаться. Там вот дорога к этому камню, она сейчас выложена камушками. И там видно, что часть камешков новодельные, но 2 камня у меня вопрос вызвали. То есть такое впечатление, что были некие путевики, которые указывали направление к этому камню. Ну вот мегалит такой. Мегалит такой вообще единственная территория всей Ленинградской области, самый большой, да. Ледник взял его выборочно и притащил. Вот ты совершенно правильно сказал, да. А все мелочь он не стал трогать. Мне лучше топливо в болоте. Скажите, пожалуйста, Николай, все представленные объекты представляют
весьма большой интерес, и там были по Волгоградской области. Почему вами было отказано в значимости такому объекту, как Медведицкая гряда? Там Жирнов есть такой. Он проходил там по космопоиску и т.д. и т.п. Вот вопрос. Оно не отказано, мы просто туда доехать не успели. Не понимаю. Мы в Медведицу несколько раз переезжали, общались как раз с теми людьми, которые с Вадимом работали, мы просто туда физически по времени не успели доехать. До Жирновска, да, хотели доехать тоже поработать, там времени не хватило. Можно пару вопросов? Вы показали Гимнатория, я правильно понимаю, что дальше, чем вот эта крепость, туда обычного церковь, обычного туриста, если приехать, туда не пустят? Как правило, да. Нужно благословение получить. Если получите благословение, пустят... Да, да. Ну, вы знаете, там очень, скажем так, толерантные братья. Они очень избирательно дают благословение, поэтому тут надо с ними разговаривать. А кто-то раньше, я правильно понимаю, что раз вам доклад не попало, то раньше фотографии зарисовывал, потому что внутри никто не делал? Вы знаете, там даже схема есть, спелеологическая схема, потому что объект в любом случае изучался, на него, естественно, есть паспорт объекта, потому что он на балансе стоит. Как это ни странно, подземный город тоже стоит на балансе. А другое дело, я немножко, скажем так, слукавил. Они проводят по малому кругу, так называемый крестный ход, который начинается, он буквально вот просто вот так вот вокруг метров 200 по кругу обходит. Но на нижние, на более высокие горизонты они не пускают по вполне определенным причинам. Ну, на самом деле, мы когда там ходили, там все не так хорошо с самим объектом, да. Поэтому, наверное, еще из-за этого, скажем так, послушников и тех, кто туда приходит, вглубь-то не ведут. Но так и мы получили благословение от Воронежской епархии, нам сказали, идите куда хотите, засыпите, сами виноваты будете. Мы вас благословили. И еще вопрос касательно мегалитов. Парк Монрепо исследовался? Конечно, конечно. Что-нибудь про него можете сказать? Давайте мы это отдельно сделаем, потому что по парку Монрепо там можно много чего рассказывать. Там вокруг парка Монрепо еще много исторических интересных объектов, от подземных крепостей до мегалитов, которые там в бухте на островах стоят. И последний вопрос, и дальше у нас будет викторина. Викторина розыгрыш. Спасибо. Вот по Дивногорью. Как вы думаете, зачем сооружались вот эти подземные города? А вот это самый большой вопрос, потому что мы вот, когда по Турции ездили, сделали фильм про Турцию, кто что только не придумывает, и бомбоубежища и прочее. Сложно сказать. На самом деле такие объекты начинают строить, особенно на территории нашей страны, где много лесов, когда, извините, можно избушку поставить и не заморачиваться, потому что пока ты такую подземную город выцарапаешь, где-то жить надо. Сложно сказать. Какие-то были объективные причины, которые, может быть, нужно людям было вот настолько скрытно жить. Сложно сказать. Кстати, во время войны вот этот объект использовался как, ну, со стороны немцев. Там не немцы, там румыны, по-моему, были, румынские войска там были. Вот румыны использовали этот объект исключительно как склад для боеприпасов, например. Еще один вопрос. На церквах XIV века там кое-где еще остались гиперборейские кресты, потом они исчезли. Вот вы с этим интересовались? Мы можем про это отдельно говорить, и про фрактальность крестов, и про то, как они работают, и про вилочковые, и про многие. Да, это можно отдельно поговорить. Это очень большая тема на самом деле.